Итак, мы сейчас находимся на территории огромнейшего карьера. Вот. Ну, это карьер по производству щебня, песка. Пока не знаю, что от этого ожидать, но то, как мы сейчас выглядим, мне кажется, это уникально для людей, которые ездят по карьерам и ищут минералы. Не переключайтесь. Так, давайте посмотрим вот этот образец. Смотрите, как стекло. Похоже на растительность. Ой. О, красивый кремень, очень красивый. С помоем. Да-да-да, вот это губка. Вот тут хорошо видно с этой стороны, когда помыла. Что вот это такое? Какое-то глиняное образование. Или просто окрашено глиной. Вот смотрите, какой голубой-голубой. Аж светится. Перешла на новый отвал, потому что там техника заработала. Сортировочная. Смотрите, какой. Видно, да? Сверху глиняная прослойка. Потом как раз камни. Снова глина, песок. И вот здесь как раз либо... Ой, а какие они здесь чистенькие. Надо было сразу сюда дойти. Здесь прям удобно рассматривать. Смотрите, все камни чисты. Вот так можно как раз... Я буду разглядывать, камеру просто подержу, чтобы вам тоже было видно. Вот смотри, в кремне кварцевая сердцевина. Вот они, сросшиеся кристаллы. И тоже есть жиоды. Ой, а вот отпечатки, кстати. Брахиопод. Раз, два, три, четыре. И здесь можно повыковыривать кремни. Так, оно, конечно, все осыпается. Очень осторожно надо. О, смотрите, тоже опал сверху. Как мягкая такая, кажется, почва. Ага. Там голубая опаловая пленочка. И тоже такая полосатая. Вот я обратила внимание на эту стенку. Посмотрите. Коралл. Да ведь? Где? Ого! Ого! Тяжеленный-то какой! Потрясающий! Смотрите! Вот это очень достойный образец. Окаменелый, который я точно заберу. Да, это прям богатый коралл, окремненный. Очень красивый. Пирожок, разломись. Ой, как красиво. Такой яркий, такая палитра. Много маленьких осколочков. О, вот еще один коралл. А вот найден прям голубой-голубой опал. Сейчас поближе сделаю. Вот. Очень голубой. Брахиопода здесь на этом куске кремня сидит сбоку. Я, кстати, такую не встречала, потому что вот этот вот вид брахиопод какой-то более плоский. Ой. Вот здесь на кремне, обратите внимание, какие большие тоже отпечатки. Видимо, раковин бывших. Очень тяжелый кремень. Ну что же, наконец-то первая кварцевая жиода. Такая небольшая. В гигантском куске. Но тем не менее. Поднимаемся выше. Там работает техника. Такой тоже кусок кремня с кварцем. Значит, все-таки надежда на кварцевые щеточки покрупнее здесь есть.
Заметила интересную штуку. Вон там, вон, видите, зеленый какой-то минерал. Если это минерал. Так. Вот такой. Честно, не знаю, что это. Такой изумрудный цвет у него. Просто это корочка. Не знаю, может, просто плесень. Напишите в комментариях. Смотрите, какой боулинг. Опа! А внутри тоже морской мир. Конус, дробилка и грохот. Они сортируют как раз камень по разным фракциям и раскидывают это по разным горкам. Вот так. Вот еще один склон. Мы осмотримся здесь. Я думаю, это финальная точка нашего сегодняшнего путешествия по этому карьеру. Нас накормили в местной столовой. Очень все радушные, очень гостеприимно отнеслись и разрешили все это осматривать. Давайте осмотримся здесь. Понаблюдаем, что мы можем увидеть. Ой, сколько всего. Давайте посмотрим. Глыбы кремния. Красивого в опале. Так. Какая-то интересная, видите, форма. Что это? Ух ты! Это фрагмент аммонита. Вот такой вот. Вот такой еще образец. Положим сюда. Я знаю, что многие любят смотреть видео и смотреть именно процесс поиска, как бы участвуя в нем, и тоже стараюсь что-то разглядеть, поэтому я стараюсь вам снимать сейчас вот так же, как это вижу я, только я не смотрю в свой телефон, стараюсь все-таки смотреть, что я беру и что я стараюсь находить. Но вы в то же время тоже все это можете разглядывать. А вот тоже, обратите внимание, у нас здесь отпечаток. Здесь тоже интересные следы. Пещерка. Ой, какой рисунок железистый. Так, а вот это интересная вещь. Вот тут вот животка внутри с халцедоновыми сталактитами. Сейчас надо, наверное, водой ее полить, посмотреть, сколько их там. Так. Так, вот мы и помыли эти сталактиты. Ой, как их много там. Ой, как здорово. Посмотрите, торчат. Красавчики. Кто найдет на экране то, что сейчас нашла я? Это? Да, правильно. Брахиоподка. Какая хорошая. Кстати, а рядом с этой брахиоподой, не сказала, вот иголочка морского ежа располагается. Как я рада! Смотрите, как красиво! Ой-ой-ой, какая красота! Вот эту часть ни в коем случае нельзя тереть щеткой, потому как это должно быть очень хрупким.
Такие здесь красивые паутинки. Что нашла, посмотрите. Совсем небольшой, крохотный образец. Но зато какой. Хочется теперь такой найти больше. Так, вот это что за плиточка? Фрагмент морского дна. Так, прошла я уже вот так вот оттуда все сюда. И мне здесь очень нравится, что здесь находится. Поэтому пока останусь еще немного здесь. Посмотрю, попереворачиваю. Ну что, вот и начали попадаться образцы с какими-то натечными элементами, с халцедоном. Вон там внутри тоже фрагмент с таким голубым халцедоном. Итак, мне удалось найти еще одну вот такую губку. Симпатичная. А здесь у меня что? Здесь у меня кварц. Кристаллы кварца идут вот здесь. Причем они такие желтые, как цитрин. Красиво. Вот тут. На солнце сейчас все сияло, солнышко спряталось, поэтому не видно. И вот здесь, посмотрите, какая красивая, какой красивый отпечаток остался. Если не ошибаюсь, от белерафона. Поправьте меня, кто увлекается палеонтологией. Вот. Очень классный след. Кое-что еще из находок. Какая здесь малюточка сидит. Вот такая маленькая раковинка. Кажется, тоже белерафона. А вот здесь полюбуйтесь. Гигантская брахиопода. Просто огроменная. Она, конечно, тут и сливается с кремнием, не очень выражена и немного ранена, но ее размер меня поразил. Вот такая вот кремниевая кракозябра. Вот как будто бы много ручек, ножек, что непонятно. А вот здесь, смотрите, прям по кремнию халцедон. И непростой халцедон, вот здесь в нем как будто бы, ну, либо стебель чей-то, либо иголка ежа, прям видите, какая-то форма, прям четкая трубочка. И пузырики, пузырики, пузырики. Итак, мы закончили свои поиски. Они прошли супер плодотворно, супер здорово. Мне очень нравятся вот эти пейзажи. Огромнейшие, огромные горы. Пока-пока, прекрасное место. Мы поехали. Интересный момент. Работник карьера отсыпал мне ладана в подарок. Это очень необычный факт, и это очень приятно. Итак, я предлагаю вам взглянуть, как красиво этот коралл уселся у меня на комоде рядом с винтажным зеркалом и другими кораллами. Это все с этой нашей поездки. Вот этого малыша я тоже забрала. Мне, кажется, начали нравиться окаменелые кораллы, чего со мной не было ранее. Вот сейчас намочу этот, покажу поближе. Этот кусочек коралла сверху окварцован. Он блестит, когда не мокрый. Но когда он мокрый, все стеночки становятся полупрозрачными, и можно прям любоваться всеми этими перегородками. В общем, красота. Еще из найденного, но не показанного на видео, была вот эта губка Хитетис в такой белой сорочке. Вот эта кварцевая жода немножко удивила. А вот в этих дырках есть еще большая полость, которая спускается сюда, и у меня отсюда очень долго вымывался песок. Я делала множество заходов, набирала туда воду, вытряхивала ее вверх головой, а он все сыпался и сыпался. В общем, долго приходилось ее мыть. А так вот очень красивые кристаллики кварца. Вот еще раз у себя в руке хочу вам показать масштаб вот этой брахиоподы. Просто гигант. После того, как я намочила вот этот камень, проявились все узоры на нем. Очень много агатовых,
колечек. Видите, они такие оранжевые. Где-то переходят в эти жиоды с натечным халцедоном. И в итоге закольцовываются. В общем, этот камушек стал прям самым любопытным после мытья, так как он раскрылся вот именно благодаря воде. Так, ну и помните вы, наверное, вот эту вот одноглазую ворону. Здесь клевая пещера с халцедоновыми сталактитами. Давайте с вспышкой сейчас заглянем туда внутрь. Вот такая вот там пещера. Она немного загибается, даже нельзя всю просмотреть. На этом видео я закончу. Всем спасибо, всем пока.